Чем занимается любая естественная наука? Вот в самом широком смысле. Давайте размышлять от частного к общему. Физик, зная законы физики и исходные условия, имея представление об устройстве материи, может рассчитать поведение тех или иных физических объектов. Химик может то же самое в отношении химических соединений, биолог в отношении живых организмов. Если обобщить, естественные науки дают возможность на основании объективных представлений об объектах предсказывать их поведение. Такая вот тавтология. Если не побояться этой фразы в отношении естественных наук, можно сказать, что они дают возможность предсказывать будущее. Да-да, не в стеклянный шар, конечно же, глядя, но в структуру вещей, в законы, открытые эмпирическим путем. Психология не исключение. По сути, это тоже система теорий, гипотез, моделей, которые описывают психику и ее устройство. Дают возможность прогнозировать следствия на основании известных причин, или же наоборот, находить причины, зная о следствиях. Так хорошие практикующие психологи работают. Быстро находят причины, проблемы, потом долго и нудно помогают клиенту понять эти причины, так чтобы проблемы рассосались, исчезли и разрешились. Иной раз происходят даже настоящие чудеса, и это радует. А что же было до конца 19 века? Ведь жили же как-то люди тысячи лет без психологов, решали же сложные проблемы. Да, решали, и довольно продуктивно. И именно поэтому знания, которые были до эры психологии, заслуживают внимательного рассмотрения. И сразу скажу, что многие именитые психологи не гнушались эти знания использовать, меняли названия, урезали, дополняли и получали современные версии. В общем, плагиатели не хуже китайцев. Ладно, давайте перейдем ближе к сути. Итак, традиционные учения о психике появились за тысячи лет до того, как выделилась отдельная наука под названием психология. Среди них можно назвать философию Древней Греции и религиозные системы, такие как христианство, ислам, иудаизм, зороастризм, буддизм, индуизм. Но философию Древней Греции тоже можно считать религиозной системой. Достаточно почитать компендиум философии Платона, написанный Алкиноем, к примеру. Мало чем от христианства отличается. Если абстрагироваться от имен собственных, от названий и нюансов, как это делали китайские психологи-плагиаторы, если выделить нечто общее в этих учениях, то можно получить схему, которая трактует внутренний мир человека в очень интересном ключе, учитывает факторы, которые не учитываются в той науке психология, которую сейчас изучают в университетах. Можно сказать, очень существенно расширяют картину. И вопрос, добыты ли эти знания эмпирическим путем, очень спорный. Думаю, что на протяжении этих тысячелетий мыслители много экспериментировали, и все неспроста. Итак, в обычной психологии есть только люди со своими разнообразными внутренними мирами, которые взаимодействуют между собой в социальных системах или, проще говоря, в обществе. Ну, можно еще вспомнить про домашних животных, которых с натяжкой можно считать младшими членами человеческого общества. А вот в традиционных системах все намного сложнее. Оказывается, что общество – это не только люди. Оказывается, что существенную роль в жизни общества играют очень важные субъекты деятельности. Есть Бог, создатель всего этого мира, и общество, который вообще был до всего существующего, и все это придумал и сотворил. Это личность воплощения добра. А также есть некий субъект, которому все это творение не нравится, и он всячески все ломает, разрушает, портит, в общем, вредит. Еще тот диверсант и саботер. В разных религиозных системах ему присвоили разные подпольные клички. В христианстве и иудаизме это дьявол и сатана. В зороастризме это Ангроманью или Ахриман. В исламе это Иблис или Иблис. Наверное, все-таки лучше Иблис, а то цензура не пропустит. В общем, кличек много разных. По сути, это личность, которая воплощает в себе мировое зло. Есть еще существа, которые были созданы Создателем до человека. Их называют ангелами, джиннами, асурами, девами, ну и тоже много разных имен. Так вот, утверждается, что этот самый Иблис Ахриман заморочил некоторым ангелам и первым людям голову так, что те тоже вместе с ним поперли против Создателя. Но в силу некоторых причин люди поперли не полностью, а частично. И все потомки
первых людей тоже по инерции прут частично. И оказывается, что в голове у каждого человека происходит вялотекущая война между добром и злом. Мало того, что в каждом человеке есть свои внутренние конфликтующие мотивы, так еще и подталкивают с разных сторон к добру и злу. Утверждается, что каждый человек из-за этого внутреннего конфликта сильно нездоров, и его потенциал от этого стремится к нулю. Именно поэтому существуют преступность и войны, болезни и другие неприятные проблемы. Именно поэтому в обществе так или иначе всякого человека принуждают к добру и запрещают зло. А вы что думали? Правила морали, налоги, уголовный кодекс – все это очень сильно регулирует поведение. И все эти полезные штуки тоже происходят из религиозных систем. И во всех этих религиозных системах более или менее четко прописаны критерии, согласно которым человек должен различать добро и зло. Также утверждается, что если человек будет стремиться к добру, то он молодец и выздоровеет. И наконец-то почувствует, как велик его потенциал, если он доступен на 100%. А если по глупости своей неопытности будет слушать Иблиса Ахримана и его падших соратников, будет делать злые вещи, то те в конце концов полностью завладеют личностью жертвы и утащат к себе в подполье. И что там с ним будут вытворять, хорошо известно из картин Иеронима Босха и произведений Данте Алигьери. Вот такая вот картина. Или такая. Сплошное издевательство. Лучше не попадать. Итак, обобщим эти кошмары на научном языке современной психологии. Построим модель. Вот. Психика человека нецелостна. В ней есть конфликтующие подсистемы. Это разнонаправленные желания, мотивы, влечения, пристрастия. Среди этих влечений есть такие, которые ведут человека к развитию и росту, а есть такие, которые прямо или косвенно разрушают личность человека. Пьянство и преступность, к примеру. Или супружеская измена, или различные извращения. Кроме человека существуют еще неосознаваемые людьми субъекты, которые постоянно пытаются управлять человеком, преследуют свои цели. Одни субъекты хотят, чтобы человек полностью деградировал и разрушился, другие субъекты, наоборот, желают спасти человека от деградации и разрушения и развить в нем самое лучшее. Такая вот фэнтезийная картина мира. Верить или не верить – это вам решать. В принципе, до некоторых пределов эти потусторонние факторы можно и не учитывать, и преспокойно себе жить. Можно даже поржать с колокольни просвещения над бабушкиными сказками. Но бывают случаи, яркие, выраженные, которые просто так, опираясь только на научное знание, не объяснишь. И я говорю не про всякую там эзотерическую хрень, а про маньяков, к примеру, которые валят детей по приказу навязчивого голоса. Или про тиранов, которые поднимают один народ, чтобы истребить другой народ. Вот наша новая модель очень даже четко все объясняет. И даже дает возможность прогнозировать. Не сам человек плохих дел наделал, заставили его. В его внутренней войне победила злая сторона. Он окончательно деградировал и всецело встал в ряды армии зла. А вспомните кинематограф. Зомби и вампиры – это же все такие же разновидности преобразованного злом человека. Если в культуре это так распространено и многих прет и цепляет, значит все-таки неспроста. Значит модель, о которой мы говорили, не так уж и морально устарела. Ну в общем, разбирайтесь. В следующих видео попробую разобрать некоторые особенно интересные моменты подробнее. И совет напоследок. Не залезьте во всякую эзотерическую муть. Там столько противоречий, что свихнуться можно. Есть крупные школы и системы, общепризнанные, мировые, очень старые и перепроверенные тысячелетиями и целыми народами. Пишите ваши версии в комментариях, подписывайтесь, чтобы не пропустить новинки, ставьте оценки. Удачного поиска!